Оскар уже не тот, фильмы не те. Шаломе наконец-то попал в руки правильного режиссера. Шаломе. Я достаю Джокер. Чисто просто выпячиваешь своего Андерсона любимого. Сейчас я все объясню. Ну тогда будешь плакать, как девка на лучшем фильме. Подожди, стой. Подожди, не доставай. Эмма Стоун в Бугонии я даже как-то сразу опустила в Ты этом. всех опускаешь в этой номинации. Я выбираю сентиментальность. Спасибо, Господи. Та-дам! Наконец-то мы не выбрали одно. Он меня обманул. Мы с ним больше не разговариваем. Всем привет! В эфире Split Screen. Это подкаст, где мы батлим разный вид контента. Фильмы, сериалы, видеоигры, книги. Тема сегодняшнего выпуска — «Оскар 2026». Меня зовут Света Храновская. А я Артём Коновалов. В 2025 году одной из главных тем мирового кино стала тема отцов и детей, а чаще даже отцов и дочерей. Давайте посмотрим на фильмы, которые номинированы на Оскар. Это «Одна битва за другой», «Сентиментальная ценность», «Сират», «Секретный агент». В каждом из этих фильмов затрагивается тема отцов и детей, и причем по-своему, достаточно оригинально. В этот тренд круто вписывается новый российский сериал «Встать на ноги». Причем это самый ожидаемый сериал с фестиваля «Новые сезоны», где показываются самые крутые и ожидаемые сериалы этого года. По сюжету сериала герой Гоша Куценко-старый выходит из тюрьмы после 20 лет отсидки. Когда-то вместе с другом 20 лет назад они совершили преступление, и старый взял вину полностью на себя. Говорил, что хочешь нормально жить. Он так в нормальном мире люди идут на работу и зарабатывают деньги. Пацаны. Появился человечек из прошлого, пытается испортить мне жизнь. Вернулся с отсидки, а у нас с ним нерешенные вопросы. Козел, денег требовать. Я даже не знал, что ты у меня есть. Мне сказали, что ты умерла. Меня у тебя нет. Мы вообще с тобой не должны были пересекаться. И хотя завязка кажется мрачной, «Встать на ноги» — это классная драмеди, где серьезные темы поданы с юмором. Сериал работает благодаря классному творческому тандему. Гоша Куценко, который играет старого, и Мила Ершова, которая играет его дочь. По сути, это противостояние двух поколений. Поколение зумеров и поколение X. И много юмора и комических ситуаций рождается именно внутри вот этой поколенческой битвы. Понравилось, что в сериале нет нравоучений и морализаторства, и пестования страданий. Главная героиня — обычная девочка. Да, она прикована к инвалидному креслу, но при этом у нее абсолютно нормальные мечты. Она танцует, она хочет победить в конкурсе и свалить из Пятигорска в Москву. Сериал «Встать на ноги» — это реально претендент на один из самых запоминающихся сериалов этого года. Нас затянуло с первой серии. Сериал «Встать на ноги» доступен эксклюзивно в ОКО. Переходите по ссылке в описании и смотрите. Света. Оскар грядет Оскар. Мы с тобой посмотрели все фильмы, которые номинированы на Оскар, по крайней мере, на главный фильм, главный иностранный фильм. Год был достаточно жирным, да, на кино. Это был классный год, это был разный год. И мы с тобой решили сделать свою версию Оскара. Да? По нашей концепции есть всего два выборщика. Это я и ты. Да. Мы сузили всю Академию до 2 членов жюри. Мы Вот сузили всю такие мы. Академию до 2 членов. Жюри. Вот То есть такое интро. Здесь просто было важно, что мы не занимаемся предсказанием, мы не пытаемся сделать ставку, кто победит и кого выберет жюри, потому что есть некоторые тенденции. Нет, мы решили поиграть сами в жюри и раздать статуэтки всем кандидатам. Сплит Скрима. Крема. Ну, просто Оскар — это достаточно сложная система, огромное количество выборщиков, и часто бывает такое, что этот фильм должен был получить, а этот не должен был получить. И в истории Оскара было, мне кажется, много мисс Оскаров. Да. То есть, когда все вспоминают, и, боже, как могла
«Зеленая книга» получить Оскар. Предположим, да. Или как «Ла Ла Ленд» мог не взять Не получить, Оскар не и выйти на получить. И сцену. как «Влюбленный Шекспир» мог получить В общем, Оскар. много вопросов к Оскару бывает. Нет, на самом деле про вообще историю Оскара можно сделать отдельный выпуск, Мгм. да, если кому-то интересно вообще, чтобы мы сделали overall разбор Оскаров, пишите в комментариях. Но сегодня мы хотим сконцентрироваться на этом Оскаре, поэтому мы разберем те категории, которые мы выбрали. Мы выбрали не все. Мгм. И наша задача с тобой договориться, кому же уходит статуэтка. Да, у нас система такая, что каждый из нас принес по одному кандидату. Мы не знаем, что это за кандидаты в каждой категории, и, возможно, этот кандидат совпадет, и тогда автоматически мы отдаем свою статуэтку сплитскрима тому фильму, либо актеру, режиссеру, который у нас совпадает. Если мнение у нас разделяется, мы с тобой либо дебатируем друг с другом и пытаемся переманить на свою сторону. И если этого сделать не получается, у нас есть 3 механики рандома. Так, Первая механика рандома. У каждого из нас есть опция подбросить монетку. Чигура. Антона Чигура. Кто помнит, тот помнит. Выбирай. Выбирать? Да, На что играем? просто выбирай. Вторая механика. У нас есть опция один раз сыграть в камень, ножницы, бумага. Что может быть более рандомно? И третья опция, наверное, самая интересная. У нас у каждого в рукаве лежит Джокер. И каждый из нас за всю игру может выкинуть одного Джокера. Джокер означает, что автоматически принимается кандидат того человека, кто выкинул Джокер. Но если вдруг так окажется, что мы вдвоем захотим выкинуть Джокера в одной номинации, тогда Джокер обнуляется, и мы используем монетку. Но главное, мы пытаемся договориться. Да. Мы И убедить пытаемся друг договориться. друга отдать тому кандидату, которого мы принесли. Такая немножко игровая у нас будет штучка. Мы же с тобой 2 кандидата жюри. Да, да. А мы любим все геймифицировать. Да, и вот мы здесь. И вот мы здесь. Погнали. Я на самом деле very excited, Я очень тоже. возбужден. Очень интересно, потому что еще что хочу сказать. У нас перед Новым годом мы с тобой записывали большой выпуск про итоги 2025 года, 2025 года, и мы приносили туда свои любимые фильмы, и у нас с тобой были топ-3 фильмов, топ-4 видеоигр, топ-2 сериалов. И вот очень интересно, насколько результаты, которые были в том видео, совпадут или не совпадут с нашими кандидатами сейчас, потому что мы с тобой какие-то новые фильмы посмотрели, номинированные на Оскар, которые вот сейчас довыходили. И в целом я вот по себе поняла, что у меня мнения по некоторым фильмам поменялись спустя время. Так что я очень тоже возбуждена, взбудоражена. Важный дисклеймер про Оскар. Вообще, стоит ли его смотреть? Каждый год обсуждают, что Оскар уже не тот, фильмы не те. Для меня Оскар все равно важен как некая калибровка, потому что можно увидеть, а какие фильмы сейчас популярны, какие жанры, какие режиссеры, актеры. И мне кажется, что все равно любому человеку, который интересуется кино и массовой культурой, как минимум надо обращать на это внимание, да, для некоторой калибровки, потому что в «Оскаре» в этом году есть и фестивальное кино из Венеции, из Канн, есть и блокбастерное кино, есть какие-то фильмы, которые вообще были как будто ниже радаров, а потом выстрелили. Вот, поэтому мы «Оскар» с тобой смотрим, отношение меняется и к фильмам, и к прочему, но как минимум это, за этим интересно наблюдать. Да, каждый Согласна. год. В этом выпуске мы с тобой хотим разыграть классный артефакт, который находится у меня за спиной. Это оригинальный постер фильма «Апокалипсис сегодня», который лично я просто обожаю. Долгое время это был любимейший мой новогодний фильм. Я его любил пересматривать 31 декабря. Вот. Но вот это как бы огонек есть в этом фильме. Он грел меня в новогоднюю ночь. Огонек. Да. Мы решили этот постер разыграть среди наших подписчиков на Ютубе. Для этого в комментариях нужно оставить один свой самый любимый фильм из всех номинантов и один фильм, который вы считаете незаслуженно получил все эти номинации в этом году. Вот. И мы рандомным образом разыграем вот этот постер, который я просто отрываю от своего сердца. Не, он плачет дома вообще в углу. Да, когда да. Но думает пусть об он, этом. пусть он поживет еще немного у нас в студии, да, поживет немножко дома. Вот. Но, в общем, хочется на самом деле его разыграть, потому что он заряжен прям синефильским вайбом нереальным. Это нереальный артефакт, Свет.
Да, я знаю. Я придумала его разыграть. Прости, Мой постер, Артём, его понимаешь, мой постер. постер. Да. Ребят, оставляйте комментарии. Важно быть подписанным на наш канал, поставить лайк этому видео и вообще в целом все подробности, даты проведения розыгрыша мы оставим в описании. Всем удачи, И вообще офигенный лайкайте, приз. комментите все видео. Пожалуйста. Пожалуйста, М? ребят, вам что, сложно? Первая наша номинация — лучший оригинальный сценарий. Давай перечислим. Давай. Номинанты. «Голубая луна», «Простая случайность», «Марти великолепный», «Сентиментальная ценность» и «Грешники». Лучший оригинальный сценарий — это значит, что этот сценарий не основан на каком-то другом Да, произведение. произведении. Это может быть книга, пьеса, фильм, наверное, ТикТок, да? Не То есть знаю, есть есть, такие прецеденты. прикинь, кто-нибудь Ну, кстати, рилсе в ТикТоке, может да, быть. сделает гениальный сценарий. Можно давать небольшое Да. вступление, да? На самом деле в этом году много классных историй, именно историй Мгм. интересных. Есть схожие темы, мне кажется, в этом «Оскаре», да, который мы с тобой так или иначе сегодня затронем. Но если брать глобально самый оригинальный для меня сценарий, то здесь я выберу «Марти великолепного». Для меня это, честно, фильм открытия, потому что я не ожидал, что он меня так... И я тебе много раз говорил, что меня нахлобучила одна битва, да. Мгм. И после этого я ждал какого-то челленджа для этого фильма. Кто-то, кто может побиться в разных категориях с этим фильмом. И «Марти Суприм» для меня стал действительно этим фильмом с оригинальной историей. Мы с тобой другие номинации еще разберем, но здесь Сэвди старший действительно сумел не только придумать эту историю, и снять, и смонтировать эту Мгм. историю так, что она действительно на меня работает. И я, правда, обожаю героев-подонков, если они классно показаны. И я обожаю... Я вообще обожаю, когда Де Ниро играет подонка. Я очень Мгм. люблю, как он играет в «Бешеном быке», в «Таксисте». Мне нравятся отрицательные персонажи Хоакина Феникса. И Шаломе, который для меня был всегда таким, знаешь, как бы вот актером, который немножечко не моего формата, герой. А здесь, мне кажется, он абсолютно на своем месте. И герой, который движет историю. И причем самое интересное, что он вроде бы движет ее вперед и движет назад. И ритм, то, как история выстроена драматургически, мне кажется, это просто классный сценарий. Сэвди в интервью говорит, что он работал 6 лет над этим сценарием, и видно, что он, правда, продуман до мелочей. И он рассказывал, что он даже саундтрек Мгм. продумывал на уровне сценария, чтобы все это работало. И несмотря на то, что, в общем, мне безумно нравится «Сентиментальная ценность», здесь я выберу «Марти». Прикольно, потому что у меня сейчас борются за это место 2 фильма. Это «Марти Суприм» и «Сентиментальная ценность». И мне кажется, если бы мы не посмотрели «Марти Суприма», то однозначно была бы «Сентиментальная ценность», потому что я тоже уже рассказывала и в итоговом выпуске, и тебе много раз, что для меня это очень какая-то личная история, которая в меня очень сильно попадает. Я чувствую героиню главную, я чувствую эту историю, тут как будто много общего с моим детством. И я понимаю, что Йоаким Триер просто, вероятно, из себя все это вытащил, какое-то знание про этот мир, про этих героев. И для меня сценарно и драматургически эта история невероятно сильно работает. Но я когда размышляла, наверное, когда я представляю, как выглядит сценарий того и другого фильма, и вот ты еще сказал, что Сэвди прописывал на уровне сценария саундтрек, для меня это просто восторг, потому что я сама люблю такой формат креатива, когда все вообще подвязано. Для меня это, наверное, еще это получается уже не просто сценарий, это уже что-то большее. И для меня, наверное, если брать именно сценарную работу, отвлечься от актеров, от постановки, от того просто, как выписаны диалоги, каждая сцена, как каждый, не знаю, фраза цепляется за фразу, мне кажется, что все-таки Марти великолепный, он у меня здесь тоже выигрывает сценарно, потому что «Сентиментальная ценность» — это очень крепкая драматическая история.
Она как будто более литературная, Вот, сентиментальная она ценность. более Я могу ее литературная. представить как повесть, Да, да, то есть она очень образная. да. И сам фильм, он на самом деле достаточно Да, литературный, в какие-то абсолютно моменты так. медитативный. И мне кажется, что вот я и почему и говорю, что я когда представляю сценарий, как выглядит, для меня работа Сэвди, она еще более замороченная, сложная. У Триера это сценарий. Ну, как бы это материал, который играют актеры. То есть, и не знаю, как это объяснить, мое ощущение, но для меня тут точно «Марти Великолепный» — это сценарий, который просто в топе в этом году. Да, Марти, ну давай, Все, короче. Марти, Наш это сплитскрин Оскара Сэвди даётся заслуживает, Марти. я считаю, этого. Я согласна. Мне прям великолепно. хочется, чтобы он получил. Хотя, Хотя Марти, вот сегодня нам писали буквально да, комментарий, что Марти это говнище, что задрочево, да, почему уходим из сеанса, а мы сходили 2 раза уже. Да, Просто мы посмотрели 2 такие: раза. "Блин, надо еще раз". Ну, в этом году много фильмов, которые просто разделили, мне кажется, Да, мнение. Это прикольно. Для меня это всегда показатель, как минимум, интересного кино, которое вызывает просто эмоции. разделяет аудиторию. Одни в восторге, другие говорят, Но что я что за понимаю, говно. почему Марти Суприм может вызывать такие ощущения, потому что персонаж, мы поговорим об этом дальше, неприятный. Ну, В этом и это фишка. во многом это В дискомфортное этом и кино. фишка, да. И кто-то это принимает, кто-то нет. И я понимаю, почему это может не нравиться. Но сценарно, мне кажется, это великолепная работа. Всё, статуэточка с плейскрим Марти уходит Суприму. Марти Суприм. Нет, ну извините, да, Сэвди. Сэвди. Да, Красавчик. да, Сэвди красавчик. Я прям обведу 2 раза. Это 1 раз. Окей. Вторая категория, логически вытекающая из первой, это лучший адаптированный сценарий. Разница глобально в том, что адаптированные, они основаны на каком-то другом произведении. А кто у нас в номинантах? У нас в номинантах «Бугоня», «Франкенштейн», «Хэмнет», «Битва за битвой» и «Сны поездов». Ну, слушай, здесь, конечно, у меня уже вообще нет никаких сомнений. Вау. Я что-то хрустнуло. У меня нет никаких сомнений. У меня здесь кандидат — это «Битва за битвой». Сценарий Пола Томаса Андерсона основан на книге Пинчина. Она у нас тут лежит. «Винляндия», которая называется по-русски. Мне безумно нравится, как Пол Томас Андерсон работает с Пинчином, потому что вот я сейчас читаю «Врожденный порок», и я понимаю, что это, во-первых, очень крутое произведение, оно произвело у меня какой-то нереальный эффект. Но когда я читаю, с одной стороны, я думаю, это невозможно Мгм. экранизировать. А потом я вспоминаю кино и понимаю, что Пол Томас Андерсон смог это сделать. И он как будто у него есть какой-то вот просто супер скилл дешифровки и перевода с одного языка на другой, потому что взять вот эту основу, там супер много что он поменял, придумал кучу других персонажей. То есть там только некая основа похожа, да, некая персонажная, там другое время, другой вайб, другой ритм. И мне кажется, что он мог бы даже не говорить, что это основано Мгм. на этой книге, потому что там очень много переработано. Но мне кажется, это правда классный пример, когда интересное литературное произведение оживает в кино и становится еще мощнее, еще круче, да, и начинает работать вообще как бы еще на каком-то уровне восприятия. Но если, опять же, вот если не битва, да, для меня, наверное, по сценарию я бы взял «Хэмнет». Мгм. Это, правда, интересная история, тем более «Гамлет» переосмысленный, некое свежее прочтение. Мне кажется, что «Хэмнет» — это оригинальная, правда, история, потому что акценты смещены на личное, на семейное, на трагичное. И мне нравится вообще, когда получаются истории про то, как у человека получаются травмы вплетать в творчество, и Мгм. как на самом деле творчество позволяет вообще жить, как творчество позволяет перерабатывать горе, да, и, в общем, вот эту материю во что-то другое. Поэтому Хэмлет — это реально... То есть если это тоже, мне кажется, очень интересная работа, да, вот как бы драматургически. Но здесь битва. Я думаю, что Пытал уже должен получить статуэтку. А сколько он ходит без Оскаров? Хотя и у Кубрика не было Оскаров. Да много у кого не было «Оскаров». Но я согласна, что, наверное, если бы здесь не битва, то это был бы «Хэмнет», потому что остальные я бы не выбирала фильмы. А «Хэмнет». Ну, тут, конечно, любопытно, что когда мы смотрели «Хэмнета», а,
Наверное, первую часть фильма мне он очень не нравился, потому что я не понимала, какого чёрта здесь происходит, к Что за чему страдания к здесь, да? чему меня сейчас ведут, где здесь Шекспир, где здесь Гамлет, что, как. А вот это последняя, наверное, треть фильма, когда все переворачивается, и я как зритель начинаю понимать, зачем все это было интро огромное, причем здесь мать, причем здесь дети. В конце это работает невероятно, и у меня катарсис, и я испытываю восторг, я плачу, я осознаю, и мне вот этот перевертыш очень сильно понравился. Мне кажется, сценарно это правда очень в итоге оказывается хорошо. Да, поэтому кто, в общем, будет делать подход к Хэмнет, да, Да. постарайтесь Надо ждать дойти, финала, да. дойти до конца, да. Может быть, я вот думаю, что это немножко такой Гамлет в кустах, да, в Да, потому что конце. сначала это вообще никакой не Гамлет и Да. никакой не Шекспир. Но в этом, наверное, и интерес этой истории, что, как ты сказала, акценты очень сильно смещены, и долгое время я просто не понимала, о чем этот фильм. Ну, типа, как они к этому приведут. Да, но в итоге, мне кажется, получилось. Да. Получилось привести, и в конце вот эта катарсическая Мгм. сцена, где они держатся за руки, то есть она прям получилась Мгм. такой психоделической на самом деле. И вот я смотрел, как Хлоя Джао рассказывает, как они все это снимали, и она сама такая немножко трансцендентная личность, Мгм. да, и вот. И она, правда, описывала, что случилось на съемках что-то вот волшебное, да, когда люди слились вот в этом каком-то катарсическом экстазе на театральной постановке Гамлета. Да. Ну, может быть, это немножко спойлер, а может быть и нет. Вот. В любом случае, надо смотреть весь фильм для того, чтобы как бы Мгм. прочувствовать, да, вот этот заряд. Ну да, он медленно Он втягивает в заряжается, да, себя, там да. как бы, мне кажется, это маленький спойлер, да, Да. ну вот. Но ради этой сцены стоит смотреть. Ну что, опять никакого спора у нас с тобой Ладно, нет. поспорим позже. Или нет? О-ха-ха. Битва за битвой. Капец. Лучший адаптированный сценарий. Номинация следующая «Лучший актер второго плана». Мгм. Кто у нас здесь? Здесь вообще интересно, ребята. У нас здесь Бенисио Дель Торо, который бьется у нас с Шоном Пеном, оба из «Битвы». Я не понимаю. У нас здесь Джейкоб Элорди из «Франкенштейна», наш новый Франкенштейн. У нас здесь Делрой Линда из «Грешников». Это тот чувак, который сказал «я обосрался». Блин, это мой любимый момент в фильме. Просто его так немного в Не, ну что, фильме. он клевый, он постоянно под мухой, он живой, он обосрался. Да, это великолепно. Это просто, чтобы те, кто смотрел «Грешников», вдруг не может вспомнить. Я напоминаю сцену. И последний кандидат у нас Стеллан Скарсгард из «Сентиментальной ценности». Батя. Батя Пакичу. Слушай, ну в этом году, конечно, очень жирная подборка, мне кажется, актеров второго плана, и каждый достоин, по моему ощущению, получить награду. Но есть самый достойный. И я думаю, что он у нас совпадет. Небольшая прелюдия от меня. Здесь вот, знаешь, интересный такой момент, когда я выбирал актера, я, с одной стороны, думаю, а вот по какому принципу выбирать, да? Иногда бывает такое, что а вот у этих есть Оскары, а вот Мгм. у этих Нельзя нет, учитывать а такое. есть предыдущие награды. Я на самом деле все-таки придерживаюсь принципа, я беру фильм, я Да. оцениваю его просто как отдельное произведение. Рядом стоит другой фильм, и я смотрю, а также сильно на меня подействовало вот это, как вот это. Ну, то есть я больше, на самом деле, не анализирую, а я стараюсь пропускать это через какое-то чувственное Мгм. состояние, насколько на меня это воздействует, насколько я просто могу пересматривать это кино и любоваться, как бы, или наоборот, не любоваться, да, но все равно невозможно оторваться, да. И вот некоторых актеров, которые играют, не знаю, там, безумцев, злодеев, вот, но для меня здесь это Шон Пенн, честно. То есть а, прекрасен Дель Торо, прекрасен Скарсгард. Если получится Скарсгард, честно, я буду супер рад, потому что кажется, ну, это такой просто
актер гигантской Ну величины. вот, мы начинаем Да, приписывать да, ему кучу который еще бэкграунда. нарожал столько детей, Да. которые теперь везде играют. Да. Вот. То есть это Но мы отдельная сейчас, да, заслуга. мы сейчас уходим, Да. мне кажется, от оценки такой более чистой. Да, чистая оценка для меня это Шон Для Пенн. Ну, меня потому тоже что, Шон Пенн. потому что он невероятен в кадре, он смешной, он ужасный, он магнетизирует. Это персонаж, который создан в тандеме с ПТА на его материале. Мгм. И сам Пенн тоже говорил, что как бы я играл то, что мне, в общем, было сказано, да, в рамках персонажа, но ту персональность, которую он внес, вот это вот безумие, ну, это великолепный персонаж. И еще классно, что на самом деле м, его не было практически в трейлерах, в тизерах. Был кусочек. И когда фильм еще не вышел, все писали, Пен просто невероятный. Я думал, блин, тут Ди Каприо, Дель Торо, все есть. А Пен, ты что там вообще делаешь? Что это Мгм. за перс? Какой-то вояка, да, странный. Вот. Но мне кажется, он украл Оскар, но э, Наборчик, да. Скарсгард. И сейчас тоже читаю всякие комментарии, что вроде бы как Академия не очень любит Шона Пена, хотя у Пена уже есть Оскары, и что Дель Торо они любят больше, и здесь есть вот это соревнование между ними. И Знаешь, вопрос, любят, как не они будут любят, размышлять. политика и Но, прочие к какие-то, сожалению, да, это... Оскар, он подвержен всему этому, Я и понимаю, да, здесь это что Оскар работает. Это в нашем с политизирован, тобой да. сплитскрим Оскаре это не работает, и мы оцениваем чисто эмоционально. Я могу сказать, что Шон Пенн мне не супер, в общем, импонирует как Но он как неприятный персона. Нет, как персона. персона Ну, я даже, говорю, что да, да. он неприятная персона, которая очень отталкивает. Мне кажется, на протяжении всей своей карьеры, и в этом, может быть, есть какая-то проблема. Может быть, Но фишка, может быть, здесь образ. Нет, здесь это тако это... мне кажется, ПТА нашел для него идеальную роль, в которой вот его вот это отталкивающее что-то просто идеально работает. И смешно. И смешно. Он ещё очень пипец какой смешной. смешной. Да. Причем он смешной для нас в том, какой он серьезный. Типа нам смешно от того, какой он серьезный. Блин, захотелось пересмотреть Третий раз. в третий раз. Не, ну здесь Не, он Шон уже Пенн, настоялся, мы надо с смотреть. тобой говорили Ладно, о окей. Пенне миллион лет. Мне кажется, я Нет, очень но хочу, я чтоб он почему-то получил думал, Оскар. что ты склонишься в сторону Скарсгарда. Не-не-не-не-не. Пенн Здесь просто это очень ярко. Переходим к 4-й номинации. Лучшая актриса второго плана. Здесь у нас интересно, хотя у меня уже выбрано все. Кандидатки. Эль Фаннинг из «Сентиментальной ценности». Инга Ибсдоттер Лилиос из «Сентиментальной ценности» тоже. Это она играла сестру главной героини. Мгм. Эми Мэддиган. Это наша тетушка Глэдис из «Орудий», обожаемая. Вунми Масаку. Мемная. Да, Вунми Масаку из «Грешников». А, Это такая, да, которая да. такая. И Таяна Тейлор из «Битвы за битвой». Хочется сказать. Я очень рада, на самом деле, что у «Сентиментальной ценности» в этом году столько номинаций, и что заметны все Актерские. актеры. Получается, что все актеры, Там отец, мощнейшая две актерская сестры, работа. Эль Фаннинг, все задействованы в «Оскаре». Я очень за это радуюсь, потому что мне очень нравится этот фильм, он великолепный, актерские работы, я считаю, что здесь обалденные. Всем желаю удачи, но Спокойной ночи. спокойной ночи. У меня здесь, несмотря на то, что я фанатка «Сентиментальной ценности», у меня там, конечно, своя Что я фаворитка. переживать начинаю. Что ты Честно, я не выберешь? ожидала, что я выберу эту кандидатку, но я думаю, что ты ее не выберешь. И, наконец-то, у нас будет битва. Давай. Я выбираю прекрасную ведьмочку Эми Мэддиган из «Орудий». Честно, когда я смотрю на этих кандидатов, у меня она первая всплывает вообще в голове. Это было очень яркое появление. То есть это персонаж, который мне испортил фильм. То есть мы с тобой очень много обсуждали, что до появления тетушки Глэдис, ну ладно, не совсем до появления тетушки Глэдис, до появления некоего проявления тетушки Глэдис фильм был, орудия были очень интересными, и нас как-то впечатляли, а когда этот рояль в кустах возник, все сломалось, но сам персонаж, мне кажется, невероятно эффектный. Я помню, когда орудия выходили, везде в СМИ, в сети, в телеграм-каналах стала появляться ее вот эта фотка с этим мейкапом, с этой одеждой, и это было очень Но крипово. она вошла в поп-культуру. Она вошла. Она ворвалась. Это мощный образ, визуальный, Да. мемный. Он придуман И классно. я думаю, что я здесь, может быть, оцениваю не сколько, может быть, какую-то актерскую игру. Мне кажется, я вот здесь больше как Шона Пенна оцениваю в предыдущей номинации, что для меня это очень яркий образ, который у меня просто не выходит из головы.
И мне почему-то кажется такой прикольной парой, если бы Оскары Ну, получили Шон Пенн и Эми это Мэддиган. было бы оригинально, да, это было бы оригинально. Мы с тобой еще шутили, что это роль Шон Пенн, Да, да. в нашем телеграм-канале, вот здесь будет QR-код, мы делали шуточный пост о том, что на самом деле Шон Пенн из «Битвы» и тетушка Глэдис из «Орудия» — это просто одно лицо, и, возможно, это скрытая роль Шона Пенна на самом Или деле, наоборот. никакой Мэддиган, да. Они очень там похожи, чисто лицом, я не знаю, почему они такие одинаковые. Вайбец Да, похож, в общем, да, я вот долго думала над этой категорией. Для меня все-таки Мэддиган какая-то самая яркая здесь, хотя сентиментальная ценность тоже супер, но, пожалуй, остановлюсь на этом. Ну что, с кем она будет батлиться? Сложная для меня категория. Я выберу, пожалуй, из всех Эми Мэддиган. Таяну Тейлор. Да, Нет! да, потому что, Нет, я понимаешь, вот я слышал много отзывов, а что она там играет, а она пропадает, а за что, понимаешь, я сейчас тебе все объясню. Ну, не факт, что я с тобой Не соглашусь. факт. Этот персонаж, он, по сути дела, является катализатором всех дальнейших событий, да? То есть у этой актрисы, у этого персонажа, она настолько заряжена, она как бомба, она атомная Мгм. бомба. С ней не может совладать ни Шон Пенн, ни Леонардо Ди Каприо, никто, да? То есть она взрывается так вначале, всех в разные стороны, в лоскуты, Мгм. понимаешь? То есть вот этот заряд какой-то бешеной харизмы, секса, неадекватности, хаотичности, она его изображает, да? И мне кажется, то есть просто даже найти такую актрису, которая просто вот на, не знаю, там 15 минут фильма это исполнит, ну, это талантливо, да? Талантливо, я не знаю, режиссерски, актерски. Может быть, это просто попадание, да, вот в этот образ. Но она сама по себе настолько парадоксальна и настолько на самом деле одинаково и приятная, и супер неприятная, потому что она предательница, она изменщица, да, то есть она во всех смыслах Да, персонаж, Марти великолепна. она отрицательный персонаж, но оторваться от нее невозможно настолько, что потом вокруг ее проделок 2 часа бегает, понимаешь, 200 человек вокруг этого. И, может быть, это правда заслуга больше истории и всего фильма, но для меня мощнее образа нет, да, потому Мгм. что если я просто смотрю актерски, я не могу сказать, что меня что-то зацепило Мгм. актерски, я могу выделить какие-то интересные работы, то этот образ самый мощный для меня. Свет. Что? Блин, ну Не, хорошо понимаешь, но стелишь. смотри, но просто вот эта бабушка, она мемная, она прикольная, Ну, я да. понимаю, что То это есть больше грим, это, это понимаешь, больше это мем. если она получит Оскар, ее просто, ну, как бы все это зашутят, Ну, это понимаешь? То мем, есть это да. все зашутят эту историю. Блин, ну вот да, наверное, есть какой-то личный момент, что мне очень неприятна роль Таяны Тейлор, сам этот персонаж, но ты очень хорошо стелишь, что это действительно в этом контексте это хороший каст, потому что от нее идет вот это безумие полнейшее. То есть она его хорошо очень изображает, а может быть, она сама такая и есть, учитывая все дорожки, она пыщет всем этим. Я просто для меня я впервые увидел эту актрису, но Мгм. вот я сейчас думаю, а кто бы мог Мгм. еще так Ну, я тоже не могу. разорвать, да? Тоже не могу. То есть как будто бы это вот настолько В ней очень много этой точный энергии. каст. Давай Таяне, давай дадим Таяне, понимаешь? Ну, Татьяне? давай Татьяне. Татьяне? Да, Татьяне, Ну, ну, я согласна, ты хорошо меня убеждаешь. всё, супер. Пипец, блин, продалась. Дальше будет сложнее, мне кажется. Следующая категория — лучшая мужская роль. О-о. Давай перечислим Давай. номинантов. Тимоти Наш Шаломе за Марти Суприма, Леонардо Ди Каприо «Битва за битвой», Итан Хоук «Голубая луна», Майкл Би Джордан «Грешники» и Вагнер Моура «Секретный агент». Пипец. Вот честно, это жир. Круто, реально. Мужская категория прям супер крутая. Здесь для меня куча открытий. И здесь, знаешь, интересная на самом деле ситуация, супер неожиданная для меня. Мне
безумно понравился Итан Хоук. Для Мгм. меня это тоже было Ну, абсолютно это вообще открытие. фильм одного актера. Это фильм одного актера, это супер нестандартный его образ, потому что Мгм. он там не красавчик, он там не мачо, он там совершенно другой, но оторваться невозможно, да, Мгм. невозможно. Хороший перформанс, да. Перформанс, великолепный. А, для меня абсолютное открытие Вагнера Моура, хотя я видел его в "Наркос", Мгм. он, классный в фильме, по-моему, Civil War Есть, да. называется, "Гражданская война". "Гражданская война". Да, у него там тоже достаточно интересный образ. В "Секретном агенте" он меня, честно, обаял какой-то своей такой простотой, потому что фильм называется "Секретный агент", хотя, А по где сути там дела, секретный агент, где да? там секретный агент, На да, экране. на экране. То есть для меня он, был то есть безумно интересно за Мгм. ним, наблюдать. И вообще "Секретный агент" мы с тобой специально не обсуждали, да, этот Друг с фильм. другом, имею в виду. Да, но мне фильм очень понравился. Он в него сложно войти, в его вот Еще 3 ритм. часа. Да, он еще достаточно длинный, но в меня это кино попало. Я с удовольствием его пересмотрел. Для меня, наверное, битва здесь, троих. Это Ди Каприо, это Шаломе и это Моура, да. Вот, Ди Каприо, несмотря на то, что он невероятный, чувак, да, во Мгм. всех смыслах, и в руках ПТА он прекрасен. Здесь для меня скорее это битва Шаломе и, Моура. Ну, кстати, неожиданно, да, у нас получается? Да, да, кто бы мог подумать, да, кто бы мог подумать. Но эти перформансы для меня, они правда, они очень разные, и оба этих фильма выстроены на вот центральных персонажах. Мгм. Хотя, наверное, у Шаломе больше экранного времени, он там вообще как бы стержень Но он истории, еще да. держит, да, все. Моура, он в этом всем психоделическом бразильском, да, растворяется в происходящем. Вот. Но здесь как бы мне не больно было говорить, я выберу Шаломе. Правда, я не ожидал, но, это, опять же, в руках у Севди кажется, что Шаломе выдает какой-то нереальный перформанс. У меня ожидание, что как будто бы ему теперь надо только и сниматься у Севди, Мгм. да, потому что, честно, я не видел ни одной роли его, которая бы меня тронула, которая бы мне понравилась. И скорее это был актер, которым я был абсолютно, ну, как бы спокоен. Даже не в плане того, что он сейчас реально на пике популярности и моды в каком-то смысле. Но здесь это просто идеальное совпадение для меня. Вот мы с тобой второй раз пересматривали "Суприма", и то, как он на самом деле, мне кажется, здесь немножко даже приглушил себя и в каком-то смысле дал Севди, да, управлять собой. И в этом плане, конечно, сочетание с классной режиссурой, с клевым сценарием. Вот, но здесь я бы статуэтку, правда, дал, Шаломе. Чисто вот по ощущениям. Ну, если получит Вагнер Моура, я буду прям тоже супер счастлив, потому что, ну, это классный, более такой спокойный перформанс, да. Вот, но при этом для меня всё равно интересно. У Ну, тебя? я вообще совсем согласна, что ты сказал, с каждым словом. Не знаю, чё мне тут добавить можно. Разве что я вообще не фанатка Тимоти Шаломе. Вот он из актеров, которые не то, что мне всё равно, они мне прям отталкивают. Вот есть, просто чисто харизма и чем-то, ну, почему-то вообще не цепляет. Я особо фильмов, поэтому с Шаломе не смотрела все его работы. И я, конечно, ждала, "Марти Великолепного", потому что про него было очень много вокруг, этого фильма слухов, что Шаломе здесь великолепен действительно, и что он учился играть в пинг-понг, и он так сильно погружался. И вот этот маркетинг вообще весь выстроенный вокруг фильма. У меня были очень высокие ожидания, и они оправдались Он еще сам абсолютно. продюсировал Он тоже еще это сам кино, да. продюсировал, и правда, что мне кажется, что Шаломе наконец-то попал в руки правильного режиссера, когда из него перестали делать сладкого мальчика и сделали реального негодяя, прям такого Причем он засранца. прыщавый, у него вот эта монобровь, Да, он эти прям усики мальчика. отталкивающий. Да-да-да, он прям Но мне неприятный. кажется, сыграть такого персонажа- это невероятно сложно. И Шаломе это делает великолепно. И для меня, правда, ну, я прям уверена, что Ди Каприо не светит ничего в этом году, хотя роль, вот этого Боба, прекрасная, этого отца, она очень харизматичная, как ну, у Ди Каприо все таки в целом уже карьера такая, знаешь, сложная, столько Выстроенная. столько ролей крутых, да. Моура прекрасен, но он, правда, вот, типа, спокойно прекрасен. И мне он тоже очень понравился в "Секретном агенте", но для меня ничего не переплёвывает перформанс Шаломе, и во многом, наверное, из-за того, что
вот он как будто наконец на своем месте. Он сделал как будто, ну, как какой-то шаг в другую сторону. И Сэвди реально с ним сотворил что-то невероятное. И я надеюсь, что этот союз продолжится, что, ты знаешь, будет что-то типа Де Ниро Скорсезе или Лео Скорсезе, знаешь, когда они друг Следующий друга... фильм они вроде опять снимают с Адамом Сэндлером, М. что тоже безумно интересно, да. Да, Прям этот же тоже интересно. Сэвди работали тогда два брата с Адамом Сэндлером, но тут, честно, я буду ждать. Мне даже интересно, куда пойдет сам Шаломе дальше, потому что я вот помню, когда в Дюне. ну, понятно, туда сходит, там ему надо закончить делишки. Но, кстати, там интересная же самая третья часть, когда он становится, ну, уже ломается, его вот этот хороший мальчик, который верит в светлое будущее. Там, может быть, он уже будет таким, знаете ли, Ну, там злодеем. уже Майкл Да, я Корлеоне, уже жду, как там будет. Но я помню, когда начинался дуэт Лантимуса и Эммы Стоун, было интересно смотреть с каждой новой работой, куда они заходят. И как будто Эмма Стоун с Лантимусом очень сильно раскрылась. Она вообще стала другой актрисой. Напомню, она начинала там с Человека-паука, она играла в Ла Ленде. Это были все-таки такие другие совсем роли. А потом она начала выдавать такой перформанс сумасшедший. И я просто надеюсь, что... радикальный достаточно. Да, я надеюсь, что сейчас Шаломе где-то вот на этой же точке перехода вообще в какое-то другое кино, потому что в этом кино он охеренный. То есть я прям могу сказать, что для меня, наверное, Шаломе — это вообще актер прошлого года. Он Ну, молодец. один из Да, актеров, это да. было очень круто. Мой Всё голос сработало, тоже за всё. Шаломе. Я очень сильно желаю ему получить этот Оскар. И я думаю, что он его и получит. Ну, я еще желаю, ты знаешь, вот и нашим подписчикам, те, кто давно с нами, или те, кто к нам только присоединяется, попробовать все кино воспринимать через себя. Потому Мгм. что когда что-то становится популярным, ну, небольшой секрет, что и хорошее бывает популярным, да, Да. то есть не обязательно андеграундное, только хорошее. И я обращаю внимание, что вот эффект и у «Битвы», и у «Марти» такой, что реально фильмы набирают волну, впрыгивают в волну Мгм. популярности, да. И когда кто-то уже приходит, вот, да, когда они уже набрали какой-то культовый статус, ожидания не сбываются, да, и многие говорят: "Это overhyped", все превозносят. Нет, «Марти» не превозносят Как и все. «Битва», очень много хейтеров. Абсолютно. Нет, ну много хейта, много просто кому не Не нравится нравится, да. 50 на или не 50, мне понимает. 50 кажется. на 50, да, это абсолютно кино, которое вы не обязаны любить. Но кино лучше пропускать через себя, да. А как вам? Заходит, не заходит? Отбросить вообще весь этот хайп. Вообще Да. все. Вот я стараюсь вырабатывать такой иммунитет, да, Мгм. против чего-то, что мне говорят хорошо или плохо. Я Да, не оценивать пропускаю через только других, через да. себя, да. Не оцениваем через других, да. Да. Но здесь Оскар уходит Тимоти Шаломе. 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 Что за миньоны? Шаломе. Что дальше? Что дальше? Следующая категория у нас лучшая женская роль, что справедливо и логично. Ну, мужчина, женщина. Номинантки. Джесси Бакли в «Хэмнете», Роуз Бирн в прекраснейшем фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла». Просто название не может быть лучше. Кейт Хадсон в «Мелодия их мечты». Ренате Рейнсвей «Сентиментальная ценность» Мгм. и Эмма Стоун в «Бугонии». Ну, если честно, тоже. тоже очень Да, очень круто. крутые номинантки. И для меня, наверное, это один из самых сложных выборов. Да? Да, мне, наверное... Блин, я даже не знаю. Ну, скажем честно, что «Мелодию их мечты» мы не смотрели с тобой. Потому что, если честно, Мы его пропустили. этот фильм, я даже не знаю, кто-то о нем слышал или нет. Я о нем услышала, когда были озвучены Ну, номинанты мне на кажется, это Оскар. единственный фильм, который мы не смотрели, да? Да, и я Вроде даже... стоит посмотреть. Да, я даже сначала не Понимаешь, поняла, если что будет это за Оскар- фильм, что за номинантка. Да, И Кейт я уже Хадсон. просто, Кейт да, Хадсон я знаю лично, да. я да, лично слышал. разговаривала с ней, да, но я как-то даже пропустила этот фильм и не поняла, где о нем что говорили. И, в общем, мы его опустим, но он у нас бы и не участвовал нигде. Мне кажется, в этом году женские персонажи были прям на разрыве каком-то. Потому что Роуз Бирн в «Я бы тебя пнула», но это нечто невероятное. Это такая истерика на экране. Очень понравилось. Кстати, опять смотри, Роуз Бирн и Джесси Бакли в «Хэмнете» — это две матери. Две матери, которые проживают очень сложные ситуации, связанные с детьми. И они прям... На Много самом прям деле, материнства, мы да. когда «Хэмнет» смотрели, я прям видела переклички с Роуз Бирн, и я даже думала, а если бы мне надо было выбрать между ими двумя, кого бы я выбрала?
потому что, как бы 2 очень интересных перформанса, но если у Бакли все таки этот прям такой истерика физическая, знаешь, такая прям на экране с криками, со слезами, то, мне кажется, у Бирн она чуть помягче, она более утонченная в плане не в плане хуже-лучше, а в плане на других каких-то оттенках выстроена, но очень Ну, интересно. Бакли более природная, Ну да, и она более животная в вот, каком-то вот смысле. Да, хорошее да. слово, да. А Бирн, она же еще психотерапевта играет, то есть она вот в Более этом человек немножко, да. Тут вот на Более каких-то городская всё-таки, да. городская, современная. Ну, Хэмнет, Да, да. извините, в каком сеттинге и в каком сеттинге Извини, я бы тебя пнула, это извините. Но вот честно, Эмма Стоун в "Бугонии" я даже как-то сразу опустила в этом списке, потому Ты что всех опускаешь в этой номинации. Кейт нет, Хадсон опустить, Эмму Стоун опустить. я не знаю, честно, для меня, Если ты наверно, пойдёшь в академию. я всех опущу. Нет, Эмму Стоун я обожаю, но мне кажется, на фоне других перформансов это просто ровный хороший Нет, ну она перформанс Эммы классная, Стоун. она яркая, она Она такая побрилась налысо. лантимусовская, да. Да, ну, то есть все круто, но просто, наверное, на фоне вот этих троих, Бакли, Бирн и Ренаты, она для меня просто проигрывает. И я не сказала про свою главную любименькую кандидатку, это Рената, главной героини "Сентиментальной ценности". А, вот здесь, наверное, для меня сложность выбора состоит в том, что мне очень нравятся и Бакли, и Бирн в своей вот этой какой-то вот животном проявлении, психотерапевтичном проявлении. И противовес стоит Рената, актриса, которая для меня выдала. Ну, я опять же повторю, что для меня "Сентиментальная ценность" — это очень моё кино, в моём темпе, в моих темах, задевает что-то живое во мне. И для меня главная героиня — это как какое-то воплощение как будто бы меня, какое-то альтер-эго на Мгм. экране. И я её очень сильно чувствую, и я чувствую каждую эмоцию на её лице, каждое её движение, каждое её слово. И я, конечно, понимаю, что здесь я пользуюсь чисто каким-то чувственным восприятием того, что я это чувствую, и она так хорошо это показывает. Ну, типа, я так сильно подключаюсь к этому фильму, я рыдаю весь фильм, и для меня здесь она выигрывает просто потому, что, ну, наверное, есть этот опыт какой-то, который есть у Мгм. этой героини, и я прям вижу, как она его идеально исполняет для меня. То есть это очень по-настоящему. Бакли, Бирн, у меня нет, наверное, опыта, который они проживают, и это прям игра на разрыв. Но мне хочется в этой категории выбрать игру не на разрыв, а игру, которая происходит очень сильно внутри и транслируется очень легкими проявлениями на лице, телом. То есть для меня, наверное, вот эта более тонкая игра, она как-то важнее, ценнее, и мне хочется отдать ей Оскар. За Ренату. Отдать ей Оскар. Что же ты мне тут А скажешь? как ты думаешь, кого я выберу? Слушай, ну, я думаю, Кейт Хадсон. Которую ты опустила? Нет, я думаю, что ты вполне себе можешь выбрать Ренату. Ам, уж не знаю почему на самом деле. Поддержишь меня? Барабанная дробь. Я не знаю, честно, вот я прям понимаю, что здесь можно выбрать, любую, кроме Кейт Хадсон. Простите, ладно. Блин, а мы потом с тобой посмотрим и поймем, что это лучший перформанс года. Вряд ли, ну ладно. Мне очень понравились твои рассуждения о том, как ты описала Бакли, да, и Бирн, и их похожесть и непохожесть. Они, правда, как будто, знаешь, вот в одной какой-то Ну да, что-то субстанции, похожее. да. И это, правда, очень достойные работы. Но здесь я тоже выберу Ренат, честно. Это, наверное, не из-за твоей речи прекрасной, достойной Оскара тоже. Но правда, вот если я вот вспоминаю эмоции, то, к ней у меня, наверно, какое-то максимальное подключение. И самое начало фильма — это одна из моих любимых сцен, где она сбегает со Да, спектакля это несколько раз, офигенно. а ее возвращают, и потом она выдает перформанс. Да, И вот это работает. вот ее, в принципе, тип героини не очень классическая, которая постоянно на грани, она постоянно может отказаться, сорваться, убежать, но в то же время она может затащить. Это очень близко любому человеку, да, вот это ощущение неуверенности в себе, ощущение на грани, какое-то чувство стыда, стеснения.
но при этом она идет в этот опыт. Мгм. И то, как показаны ее отношения с отцом, с сестрой, с собой, с творчеством, это правда, ну, за этим безумно интересно наблюдать. И здесь, ну, для меня она, в общем, похищает шоу вот Мгм. среди всех. И она не очень надрывная, да, в отличие вот. Да, То есть она такая какая-то более она нюансовая, внутри, живая. игра вся Она внутри супер на живая. самом Да. деле. Все таки у Бирн и Прошлый ее Бакли, да. фильм «Самый плохой человек на земле» Ой, тоже вообще великолепно. супер интересный и с героиней, которая не очень-то тоже Тоже не как очень бы не приятная. очень приятная, вот. Но здесь для меня, наверное, лучший Мгм. перформанс, потому что он живой, он Мгм. нюансовый, он какой-то. Мне еще нравится, что он такой бытовой, но в плане он про нас, обычных людей, которые проживают какую-то бурю внутри по разным причинам и живут свою жизнь. Мне, наверное, в этом нравится, что это очень про каждого может быть. Хотя, знаешь, вот Бакли, она невероятна, и мне нравится, как Хлоя Джао вплетает ее Да. вот наряды, и у нее вот эти ведьминские вайбы, и Ну, ты что она. клёво сказал, что она как Да, животное. она прям как животное, и там на самом деле очень много вот этого контрастного зеленого, природного и красного ее платья, и то, как она на самом деле чувствует все равно, Да. чувствует мир, чувствует своего мужа, детей и творчество. Она способна подключаться, но для меня как будто, знаешь, такая вот очень звенящая какая-то Ну, и её муж субстанция. находит в ней вдохновение, потому что Да, она очень да, живая. да. И мне кажется, в целом у Бакли большие шансы взять «Оскар» на самом деле, потому что роль яркая. Но опять же, возвращаясь к Ренате, всё-таки Пусть, для меня внутренняя игра, она как будто изящнее и красивее сейчас, в этот период жизни. Для меня вот это точно. Очень хочу, чтобы она окей. получила «Оскар». Мы переходим, на самом деле, к самому, мне кажется, жиру вообще в «Оскаре». Это одна из, наверное, самых Одна из интересных самых битв. ожидаемых, да, одна из самых ожидаемых, категорий — это лучший режиссер. У нас в кандидатах Хлоя Джао за «Хэмнета», у нас Джош Севди за «Марта Суприма», у нас Пол Томас Андерсон за «Битву за битвой», и у нас Йоаким Триер за «Сентиментальную ценность» и Райан Куглер за «Грешников». Почему-то у меня не отмечен мои подсказки никто не выбран. Что же мы будем делать здесь? Ты первая выбираешь. Я первая выбираю. Так. Ну, здесь становится очень сложно, потому что я на самом деле у меня происходит некоторое метание между двумя кандидатами. Между Севди и его Марти Супримом, потому что всё-таки человек сам написал свой фильм, сам его смонтировал и срежиссировал. И мне кажется, если бы в Соавторство. каком-то звене его бы не было, фильм не был бы таким. То есть я прям понимаю, что он писал, наверно, представляя, как он это снимет. И вот это его безумная камера, очень тесные пространства, где люди крупными планами, очень мало вокруг всего. Вот эта теснота, скорость перемещения камеры, вот это безумие. Я думаю, что типа кто-то другой мог так не сработать. И монтаж, опять же, он дозавершил. И для меня здесь как-то это всё так хорошо работает. И именно режиссура здесь прям чёткая. Потому что человек работал со своим материалом, всё супер. Но есть на другой чаше весов Йоаким Триер, которого после «Сентиментальной ценности» назвала одним из вообще топовых для меня режиссёров современности. Мне очень нравится то, что он делает, и мне очень нравится, как он собирает эту историю. Мне нравится, какие метафоры он использует. Это метафора дома. Мне нравится, как он показывает, вот этот внутренний конфликт всех этих героев очень как будто бы минималистичными на самом деле средствами. То есть если, Севди — это что-то очень экспрессивное, активное, агрессивное, сумасшедшее, долбанутое, грязное, то есть там очень много вот какого-то вот, я не На знаю, максималках какой-то всё. энергии, просто истерики. Вот это всё в истерике, но это всё очень какой-то собранной истерики, всё работает идеально, но это истерика. Сентиментальная ценность, даже название, как бы это сентиментальная ценность. Это в этом есть какая-то минималистичность, лёгкость, хотя очень тяжёлые темы на самом деле отцов, дочерей. И у меня вот на самом деле вот на чаше весов вот эта очень безумная, активная, ярко выпрыгивающая режиссура и более тонкая режиссура. И если честно, вот тут мне очень сложно, и я хочу послушать твой вариант. Да, вот такая хитрая. Окей, то есть ты пока никого не выбираешь. Я хочу послушать, Хорошо, потому ладно. что если ты выберешь Марти Суприма,
Режиссерская категория для меня на самом деле одна из самых интересных, Мгм. потому что я все-таки такой режиссероцентричный, наверное, человек. Я понимаю, что огромное количество людей работает над фильмом, но для меня все равно режиссура является прям чем-то центральным сердцем, да, сердцем фильма. И в этом году, правда, классно, классные режиссеры, классные подборки. Один из моих любимейших режиссеров со времен ПТА, который в этом году выдает нереально крутое кино, да, нереально крутое. Сэвди. Я не могу сказать, что я был фанатом Сэвди, но я стал фанатом Сэвди после Марти, потому что Uncut Gems крутое кино, но спорное, тяжелое. То есть оно оставило у меня каких-то таких противоречивых немножко чувств. Марти Суприм, после него я понял, что я буду смотреть, что делать Сэвди. Пусть он продолжает, пусть он фигачит. Режиссура невероятная. Джош Сэвди. А? Джош Джош Сэвди, Сэвди. да-да-да, у него еще есть Очень важно. Бенни, Да. Джош Бенни. Йоаким, я с тобой согласен. Это правда открытие. То есть это совершенно другая режиссура, какой-то другой регистр, другие эмоции. Но глобально я отдаю Оскар ПТА. Ну, ожидаемо. Я отдаю Оскар ПТА, потому что это правда режиссер, у которого длинная, качественная карьера. Я считаю, что он должен был получить Оскар за «Нефть», хотя тогда получили братья Коэн, тоже заслуженно. Вот это была мощнейшая битва. «Старикам тут не место» и «Нефть». Это два великих фильма, которые сейчас в истории кино и одни из самых пересматриваемых у меня, наверное, тоже. Но здесь я считаю, что все совпало, и это как будто правильный момент, чтобы наградить действительно талантливого режиссера, который смог сделать кино зрительское. Не мейнстримовое, но абсолютно зрительское, абсолютно смотрибельное, которое актуально и в то же время немножко такое вневременном пространстве находится. Сэвди я просто... Ну, он точно получит Оскар, я думаю, за сценарий или за что-то. Пусть он продолжает. Честно, для меня было открытие, что Сэвди еще невероятно интересный персонаж для интервью. Я посмотрел огромное количество материалов с ним, и он супер заряженный, супер странный, но невероятно интересно за ним наблюдать, как за рассказчиком, как он рассказывает, как вот эта вся творческая лаборатория работает. Мне нравится, как он хайлайтит всех, кто работает с ним, в том числе Джон Фиск, по-моему, да, его зовут, вот, который занимается продакшеном, сет-продакшеном, который работал с Линчем Мгм. и на Малхолланд Драйве. Он, кстати, работал из ПТА на «Нефти» и на «Мастере». То есть, по сути дела, это человек, который вообще отвечает за то, как будет выглядеть сеттинг, площадка, да, он работает с авторством, с арт-директором. И несмотря на это, я все равно выбираю ПТА, потому что, ну, для меня это как бы все равно фильм года, хотя и «Марти Суприм», и «Сентиментальная ценность», и «Секретный агент» — это прям классное кино, но я выбираю сердцем, поэтому это ПТА. Та-да! Должна сейчас играть музыка Наконец-то мы не выбрали одно. Но только мне надо целая. теперь выбрать. Я хотела послушать, есть ли шанс, что ты выберешь не ПТА. И ты как-то, когда говорил свою речь, мне показалось, ты немножко говоришь за заслугу лет, а мы вроде бы сконцентрировались, что мы выбираем в моменте. А у тебя вот как у Это дебаты академиков... начались? Да, это, вот Это знаешь, дебаты? как у академиков пошло. Ну, надо было когда-то ему дать, надо уже дать. Нет, смотри, это скорее я докинул в довесок. То есть для меня объективно э, одна битва все равно лучше, чем «Марти Суприм». Вот если Режиссерски? режиссерский, да, я думаю, что режиссерский. Блин, а для меня, пожалуй, что нет. И я уже знаю, какие категории у нас с тобой остались, я буду распределять. Для меня, я, наверное, в этой категории выберу все-таки Сэвди и его Марти Суприма, потому что... Вот почему не ПТА? Потому что для меня у Сэвди режиссура здесь более собранная почему-то, чем у ПТА, и чисто по восприятию фильма, потому что мне нравится «Битва за битвой», но для меня там есть провисание, мне есть штуки в начале и в конце, которые мне не очень нравятся. Я понимаю, что в основе лежит роман, и это иногда накладывает свой отпечаток, и понимаю, почему так сделано. И вот это долгое интро, которое далеко не всем нравится.
Для меня, наверное, просто на контрасте режиссура Сэвди, она более четкая здесь. Может быть, это просто стиль, который мне больше нравится, хотя я должна была выбрать сентиментальную ценность. Но, Почему ты ее не выбрала, да, выбираешь слушай, истерику? тут интересно, что у ценности мне нравится тема, мне нравятся герои, мне нравятся эмоции. Конечно, я понимаю, что за это отвечает режиссер во многом. Но когда я смотрю на фильм целиком и понимаю, что вот есть человек, который его придумал, собрал, смонтировал в одну большую кучу, для меня вот эта личность режиссера, она здесь прям за все ответила и все сделала. И все здесь благодаря этому режиссеру конкретному, вот этому сумасшедшему Джошу Сэвди. И мне искренне хочется дать ему Оскар, и я понимаю, что ПТА долго снимает, за заслугу лет уже пора дать, и «Битва» — хороший его фильм. Я бы дала за какой-нибудь другой, правда, за «Нефть» или «Врожденный порок». Но для меня, вот ты говоришь, он столько уже делает, и пора бы дать, а для меня Сэвди начал, и его тоже надо поддержать. Не, ну Молодых как он тоже надо начал? Извини, поддерживать. он уже... Один он же он снимает Ты сам. имеешь в виду Ну, типа, он фильм свою личную без... карьеру начал без брата, да. И мне кажется, это охрененный старт. Он собрал вообще все. И у него очень яркий авторский стиль. У ПТА тоже авторский стиль яркий. Но я не знаю, для меня, наверное, как режиссер все-таки Сэвди. Я знаю, что ты не уступишь. Мне Я никогда в Джокера жизни. достаю, все, я достаю Джокера. У нас же есть возможность с тобой. Я достаю Джокер. А если я сейчас тоже достану Джокера? Ну, смотри, ты можешь достать, но впереди еще лучшие фильмы на иностранном языке. Ну, тут я не Я знаю, переживаю. насколько ты чувствительна к медленному артхаусному кино для 5 людей в мире, и мне кажется, что тебе лучше приберечь Джокера на ту категорию. Чисто просто выпячиваешь своего Андерсона любимого. Честно, мне прям обидно, если Андерсон заберет в этой категории реально в Оскаре. Я хочу, Не, чтобы ну, победил слушай, ну, Сэвди. Андерсон — это просто... Вот мне кажется, с этим надо смириться. Есть противники «Битвы», которые говорят, что это overhyped муви, оно какое-то не такое. Но правда, здесь это просто совпало. Это просто совпало. Ну вот а, отличный каст, история, насколько это кино и радикальное, и зрительское, и вневременное. Но для меня, честно, это битва Марти и битва Марти с битвой. Это правда. То есть вот если бы не было битвы, я думаю, что я бы просто отдал все Марти Суприм, да. Но здесь как будто у меня вот, знаешь, есть ощущение, я не знаю, сможет ли Сэвди дальше, а будет ли он выдавать такое же классное кино. Хотя так ни про кого нельзя сказать, да. Вот. Так это интересно будет посмотреть, сможет ли. Они сделали Не, ну это неограненные интересно. алмазы, в котором его половина, как минимум. Да, ну и интересно, как старший брат уделал младшего все-таки. Пока, да. Что «Крушащая машина» все-таки Ну да, это интересное кино, сильно... но это не Мы Марти Суприм. обсуждали, да, что там даже авторского стиля очень мало. Поэтому я предлагаю все-таки Какого отдать. хера? Мне, если честно, прям Отда- настолько не хочу. У меня такой протест, что я просто принципиально хочу Джокера тебя закинуть, чтобы все решила монета. Ну, я не знаю, твое решение, Свет. Это твое решение. Ну, тогда будешь плакать, как девка на лучшем фильме. Окей, пускай будет ПТА. Я супер не согласна. ПТА очень достойный. ПТА очень достойный, но я считаю, что надо поддерживать Сэвди в этом Оскаре. Хорошо, ПТА. ПТА. не согласна. Ну ладно, мы приняли правила игры, и М. пускай это будет ПТА, к которому у тебя супер предвзятое отношение. Пол Томас, ты вот, когда тебе будут статуэтку давать, ты вот пролайкай подкаст, пожалуйста, и комментарий тоже напиши. И репостни. И постер подпиши. Следующая категория очень интересная. Лучший фильм на иностранном языке. Давай перечислим наших кандидатов. Это «Секретный агент», «Простая случайность», «Сентиментальная ценность», «Мой обожаемый Сират». Мне кажется, здесь просто надо вставить кусок из прошлого Сират, выпуска. Сират, Сират. И «Голос» Хинд Раджаб. Внезапно. Кто-то видел этот фильм? Не, ну я вспоминаю, как мы с тобой смотрели в Венеции Да, это, да. После этого я отходил долго. да. Или приходил. Окей. Знаешь, честно, мне прям, наверное, вообще все фильмы нравятся отсюда. Вот я бы не сказал, Кроме что... последнего.
Да нет, и мне и последний нравится. Я не знаю, мне нравятся все фильмы. Вот. Неожиданно прям в этой категории, э, мне все нравится. А, наверно, в следующей категории мне не все нравится. Мы с тобой отдельно об этом поговорим. Вот. Но по совокупности факторов я выбираю сентиментальную ценность. Спасибо, Господи. Ты думаешь, это Господи, спасибо, что дал Оскар сентиментальной ценности. Да просто А, Сиратов я уже ждала. ну подожди, я обожаю Сирата, Мне очень понравился "Секретный агент". В общем, все смотрим Сирата "Секретный агент". Прекрасные на самом деле панахи и простая случайность, Случайность. да, простая случайность. Это вот "Just an Accident", да? М, как бы классное кино и метафорическое, и актуальное. Но, наверно, просто сентиментальная ценность — это кино, которое эмоционально попадает, остается, живет, просто вот прорастает, да, прорастает. Ну и смотри, как интересно, что мы с тобой выделили и актерские работы, да, точнее, актерскую работу. И мне кажется, что на этой героине все держится. И в сторону Сказгорода я все время подумывал, да. То есть мы с тобой, много обсуждали, но, наверное, глобально для меня это правда сентиментальная ценность. Оставила больше всего эмоций. Хотя "Сират" — это разрыв. Господи, как я обожаю "Сират". Мы знаем, как ты обожаешь Сират. Ну, слушай, для меня тут, конечно, все тоже максимально предсказуемо. И я, наверное, как-то ну, я согласна, что здесь все фильмы очень классные, и у меня, наверное, только минусую я "Голос Хендряджаб". А, это абсолютно работающий драматический фильм, но для меня слишком манипулятивный. И я даже удивилась, что он тут появился, потому что как будто про него никто особо не говорил. Он был в Венеции, и все, и как-то я даже о нем нигде не Нет, ты слышала. знаешь, на самом деле этот фильм, тоже шел, у него есть какая-то там фестивальная Да, есть. Мгм. судьба, Даже не и следила. у него достаточно высокий Ну, рейтинг понятно, везде, почему, да. IMDb, Metacritic, то Ну, есть это тут кино, все которое очевидно для меня, поэтому я его немножко даже за скобку для себя выношу. "Сират", да, достойное, сильное кино, не очень приятные ощущения после себя оставляет. Ну, это хорошо в плане, оно очень мощное впечатление, неприятное. "Секретный агент" классный, "Простая случайность", панахи. Я, в принципе, обожаю. Один из, мне кажется, моих таких топовых режиссеров, и я очень рада, что его номинировали в этом году, и что он вообще по фестивалям в этом году проехался. Кино очень, несмотря на свои темы, смешное, ироничное, все как он умеет. Но сентиментальная ценность, я просто как-то для себя разделила лучший фильм на иностранном языке и поняла, что сентиментальная ценность должна по-любому получить "Оскар" в какой-то категории, как фильм. важное, большое. Большой важный "Оскар", потому что все таки "Триер" затрагивает очень важные темы для меня сейчас, отцов и взрослых, повзрослевших детей, дочерей. И тоже по сентиментальной ценности мы с тобой даже у нас в ТГ-канале слышали разные мнения, что это вообще, я этот фильм не чувствую, или это Всё фильм про выстрадано, избалованных вообще. избалованных миллениалов. Очень много было комментариев про то, что тут нет настоящего страдания, это страдание, бла-бла-бла, вы не можете говорить ни про какие травмы. То есть люди по-разному на самом деле реагируют, и я понимаю, что, наверное, это очень важный фильм для нашего поколения. А, ну, вот поколение сейчас 30-35-летних, где-то плюс-минус, может, даже помладше чуть-чуть. Но я понимаю, что он тоже вызывает у людей постарше как будто очень негативную эмоцию, потому что здесь все таки есть критика, Ну, родителя. здесь поколенческая Да, история. это Ты знаешь, поколенческий тема отцов конфликт. и детей в Да, нашем что есть ютубе. критика того поколения, но мне нравится, как Триер показывает причины того, что то поколение наших родителей такое, и что они так же несчастны, как условно их дети, они передают это несчастье из поколения в поколение, что здесь все Но вопрос, неоднозначно. как выйти из этого И цикла мне и как нравится, что примириться. да, почему, наверное, еще фильм во мне так много эмоций вызывает, что все-таки Триер находит, он дает позитивный финал, он показывает, как герои примиряются. И это, наверное, для меня точка, которая вызывает столько эмоций, потому что я сама нахожусь вот в этом состоянии примиряться, не примиряться, принимать, не принимать родителя. То есть какой-то сложный кризисный момент, и он показывает светлую его сторону, и меня это очень вдохновляет. И мне кажется, это очень сильно принять, это очень сильно. И
Мой тоже Оскар отдается сентиментальной ценности в этой категории вообще без разговора. А где метод исключения в этой Кстати, категории? хороший вопрос. Да. Я не понимаю, почему Пукчханука просто Мне кажется, опрокинули. один из лучших фильмов Венеции, да. Вот почему? честно, вместо голоса Хиндраджаб я бы поставила метод исключения. Ну, выбрал вот эту ценность сентиментальную. Я бы не выбрала метод исключения. Но на самом деле, мне кажется, многие бы выбрали, потому что, судя по комментариям, фильм нравится людям. И он реально клевый. И вот где? Тоже актуалочка. Не Ладно, знаю. ценность. Что такое? Хихик. И Оскар уходит Боже. сентиментальной ценностью. Сейчас будет самое сложное. Ну что, добрались до лучшего фильма. Финалочка. 10 кандидатов. М. Почему их называю кандидатами, а не номинанты? Весь выпуск называю их кандидатами в президенты. Бугония. Формула-1. Франкенштейн. Хэмнет. Марти Суприм. Битва за битвой. Секретный агент. Сентиментальная ценность. Грешники и сны поездов. Большая категория, скажу тебе. Да, большая, Дофига большая. фильмов. Вообще очень любопытно, когда они добавили по количеству, увеличили в этой категории, стали добавлять и какие-то блокбастеры типа «Формулы-1». Конечно, для меня всегда это странно в «Оскаре» видеть что-то типа «Формулы-1». Хотя в основном формулы технические номинации. Ну да, но вот видишь, в главный Мне кажется, это фильм для того, тоже. чтобы в целом Оскар кто-то Ну, смотрел. я понимаешь? согласна. Очень Потому что разнообразная сентиментальная аудитория. ценность твоя и моя. Вот, то есть хотя бы за что-то битвой. знакомое, что люди смотрели. Да. Франкенштейн можно на Netflix посмотреть, F1 в кино сходить, Ну да, да. попкорна поесть хотя бы. И поголосовать за них Да. в итоге. Ну, слушай, я делаю ставку такую, что у тебя будет битва за битвой. Это как у нас. А, Я вижу. Я вижу, что у тебя будет битва за битвой. Я выдвигаю со своей стороны Марти Суприма. Потому что это, правда, какой-то фильм открытия года, в котором для меня работает все. И вот при втором просмотре, скажем так, при первом просмотре, я помню, мы с тобой шли, обсуждали, и я даже что-то еще вякала в сторону того, что это выглядит как байопик, а у меня личная неприязнь к байопикам, да. Я не знаю, что за прикол, но мне прям тяжело их воспринимать. Марти Суприм победил, это... Да, я к тому, что вот и к чему и веду, что я еще что-то вякала после первого просмотра и очень много думала про этот фильм. А когда мы посмотрели его второй раз, я прям поняла, ну, типа, когда знаешь уже сюжет, как-то это еще круче работает. То есть я уже смотрю на ритм, на музыку, на то, как Марти на самом деле ведет двойную игру с самого старта, что он играет в негодяя просто с самых первых реплик, потому что когда первый раз смотришь, ты не понимаешь, где вот это начинается его обман всех и всюду, И всех и самого всюду, и себя, самого да. себя. А при втором просмотре это все работает просто x5, видна уже режиссура лучшая, сценарий, и все это. Какой-то восторг у меня вызывает, и для меня, наверное, это просто невероятно собранный, концентрированный кино, в котором просто все на своем месте. И это прям открытие, что этот фильм мне хочется пересмотреть еще раз, и мне прикольно, и я жду эти сцены, и хочу их посмотреть еще раз, и там так много безумных придумок, так много вот этой смелости. Мне кажется, просто для меня категория «лучший фильм» — это, знаешь, как репрезентация, ну, не то чтобы кино, на которое надо равняться, а, во-первых, какое-то вот кино этого времени, вот оно вот такое, оно сочетает в себе разные какие-то явления, проявления, какую-то энергию. И, ну, это правда кино, на которое хочется равнять другие фильмы, чтобы, знаешь, вот такой вот жир был. И когда я смотрю на всю эту категорию, абсолютно точно здесь есть прекрасные вообще фильмы. Но так как сентиментальная ценность мы уже выбрали в другом месте, там был «Секретный агент» тоже в другой категории, я вот смотрю на эту концентрацию и понимаю, что в «Марти Суприме» для меня, знаешь, он такой чистый в том плане, что там для меня нет повесточной какой-то истории, каких-то вот моментов, которые могут влиять на выбор в определенный год. Для меня это просто какое-то чистое, жирное кино. Понимаешь, о чем я говорю? Я очень люблю Марти Суприм. Для меня это, правда, неожиданно. И мы с тобой, раскидывая Оскары, уже дали Оскар Шаломе, уже дали за сценарий, уже дали с тобой за кастинг, да? Ну да. И на другой чаше весов у нас с тобой битва, которую мы тоже сегодня с тобой награждали, где-то спорили. И мне кажется, что, наверное, глобально
3 фильма, которые у нас с тобой, это некий, в общем, треугольник Треугольник. образуют, да. Это «Марти Суприм», это «Битва за битвой» и это «Сентиментальная ценность». Действительно, ты видишь будущее, я выбираю «Битву», и здесь я могу сказать, что раз мы с тобой уже дали «Оскар» Полу Томасу Андерсону за одну битву, другой, будет странно просто лучший фильм и лучшего режиссера разводить. Мне кажется, А просто ты с что точки... стелишь мне тут? Ты так меня убеждал с Андерсоном, что надо дать Не, Андерсону, ну чтобы вот смотри, так просто вот сыграть? это вот расхождение, это означает, что внутри Сплитскрим киноакадемии, да, как бы, ну вот, в Они общем, всегда дают какое-то идет режиссеру и несовпадение. Ну, фильму. скорее, это Тогда ты плохой меня был. обманул. Нет, Ты нет, обманщик. нет, просто смотри, я И если бы логично такие привел правила тебя к были, финалу. тогда бы у нас не было Джокера Нет, твоего. смотри, мы можем дать Суприму, но это будет странно. Нет, Это будет странно, что я не режиссерский Оскар согласна. не Ты совпадает. применил да? обман. Я согласилась не кидать Джокера и дать Андерсона, потому что, извините, у тебя там дальше будут категории, где ты сможешь Хорошо, кинуть ладно, Джокера. смотри, давай это так. Подожди, стой, подожди, не доставай. Что это? Потому что смотри, если ты сейчас достанешь Джокера, то ты применишь силу, понимаешь? Ты применишь силу, которая... Здесь не нужна сила, Света. Здесь все решает случай. Давай вспомним гениальное кино. Не Старикам тут знаю. не место. Там все решил случай. Здесь пусть тоже решит случай. С какого хрена? Ты меня уже обманул один раз. Почему я должна тебе доверять? Почему? Я не Света, тут нет обмана. Тут все честно. Есть. Нет. Пусть решит случай. Смотри, давай так еще. Просто чисто для красоты и просмотра этого видео. Да-да-да, ага. Этот Джокер уже был, а монетку мы не Но подкидывали. если Мы сделаем красивую результат графику. монетки мне не понравится, я кину Джокера. Не-не, это судьба. Это интереснее, понимаешь, в этом есть катарсис. А здесь ты просто достаешь и все, конец, Потому что титры ты пошли. обманщик. Нет. Я считаю, что ты меня обманул. Я считаю, что это был обман, и я тебе больше не доверяю. У нас есть 2 Ладно, монетки. мы с тобой... У нас есть 2 евро, и есть странная монетка из вендингового аппарата. Давай вендинг. Смотри, здесь одна у нас получается сам аппарат, а вторая какая-то хрень. Там, ну как мы типа будем, что из этого орела, что из этого решка. Нет, нам надо определить, что из Ну, этого здесь- Марти Суприма, что из этого Ну давай Битва за выберем. битвой. Выберем. Ну, Мне куда кажется, вот это смотреть? похоже на теннисную ракетку. Ну давай, вот это будет жетон для торговых и развлекательных автоматов. Это Ты какую будет сторону выбираешь? Марти Суприм, а у тебя вендинговый автомат. У вот меня этот. возьми автомат. Ладно, давай. Я не умею кидать монеты. Давай, я умею. Давай я попробую. Вот так кидай, вот так вот на руку. Не считается? Давай перекинь. Нет, считается. Что там? Марти Суприм. Нет, но он должен был Нет, упасть нет, в руку. нет, нет, в руку. случай один раз работает, дорогуша. Ладно. Я прошу зафиксировать. А что там? Ты Марк. показываешь в камеру, что ты мне показываешь? Не, там написано какая-то непонятная. Жетон Там для написано одна торговых и битва за другой. развлекательных автоматов. Смотри, Ладно, все, случай. Я верю больше случаи, чем твоим манипулятивным техникам, но я согласен. Марти Суприм мне тоже нравится. твои манипулятивные техники. Он меня обманул. Мы с ним больше не разговариваем. В общем, друзья, я надеюсь, вам было интересно смотреть этот выпуск. Если вы какие-то фильмы еще не посмотрели, смотрите. Не забывайте про крутейший конкурс вот этого постера. Оставляйте свои комментарии и увидимся в следующем выпуске. Всем пока.